Всем привет! Это наконец-то обзор покупок. У меня тут припасен целый пакет. Давайте начнем. Вот такой салон. Его я заказала с Озона, потому что в городе у нас его нигде не найти. В блоке 4 штучки. Вкус яблока. Вот такая красивая рельефная мылка. Очень ядрено-зеленого цвета. Действительно пахнет зеленым яблоком, но это такой аромат, как у Факс. Вот Факс зеленое яблоко, вот салон пахнет точно так же. Также заказала с Озона со вкусом розы. Такого мыла раньше у меня не было, поэтому я по максимуму заказала все вкусы, которые только есть. Камера не передает цвет, но в жизни оно намного насыщенней. Приятный запах розы, аромат похожий на Далан. Вот Далан роза примерно пахнет точно так же. Естественно, эти мылки буду все вместе мылить. Возможно, положу что-то на сушку. Упаковка у меня пойдет в коллекцию. Еще из этой же серии заказала с жасмином. Но единственное разочарование то, что белое мыло. Я его еще не открывала. Вот нашла дату с июля 2020 года по июль 2027 года. То есть срок годности у него 7 лет целых. Это очень много. Давайте откроем, посмотрим, какой он внутри. Такая же форма бруска, как у предыдущих. По запаху вообще непонятно. Если честно, пахнет дешевой отдушкой. Тут жасмином даже не отдает. Из этой серии это, наверное, самое неудачное мыло. Еще было желтое на Озоне, но, к сожалению, его не было в наличии. И я не помню, с каким вкусом оно было. Также с Озона заказала вот такой вот блистер салон с лавандой. Внутри оно вроде как суховато, но это также октябрь 2020 года. Уже через упаковку чувствуется сильный аромат лаванды. Как-то не очень удобно сделано разрезы на упаковке, но все-таки его достала. Приятный и яркий аромат лаванды. Но на сайте у Озона оно было фиолетового цвета. А в жизни оно слегка отдает розоватым. А на сайте прям такого ярко-ярко ядреного фиолетового цвета. Оно слегка подсушенное. Будем и резать, и мылить его. Посмотрим, как оно покажет свои свойства. Продолжим по покупочкам, которые я сделала на Озон. И это вот такой вот блок из 3 мыл. Лином с березовым дегтем. В городе у нас его нигде не найти, тоже пришлось заказывать. Уже через упаковку чувствовался яркий аромат дегтя. Вот такая красивая мылка с продольными полосками. Также буду его мылить обязательно. Дальше у нас будет очень много Далана. Кто обожает Далан, оставайтесь здесь со мной на канале. Не смогла удержаться, купила хозяйственное белое мыло Далан с лавандой. Вообще все, что есть с лавандой, я все скупаю, потому что это беспроигрышный вариант. Аромат лаванда, он уникальный. Мне кажется, он подойдет каждому. По датам оно аж 2018 года. Возможно, я его также порежу. С ним будет очень красивая резка. Красивый штампик. Безумно пахнет лавандой. Можно любоваться бесконечно. Снова взяла глицериновые от Далана с медом и с розой. Я их уже покупала, по-моему, полгода назад. Безумно от них в восторге. Красивое мыло. Так что внимание заострять я на них не буду. Они есть в прошлом обзоре. Наконец-то к нам завезли Далан с розой. Я за ним гонялась по всему городу. У нас его нигде не было. Потому что у всех уже в инстаграме видела, как его мылят, как его резают, какое оно красивое. А у нас его нет. И вот, наконец-то, взяла сразу 2 куска. Вы только посмотрите на его красоту. Большой увесистый брусок. Я взяла побольше, но, по-моему, это были 2 последних куска. Очень жаль. Я взяла бы еще, наверное, 2 про запас. Ну вот где вы еще такую красоту найдете? Она, наверное, дальше будет размыливаться. Там будут вот эти вкрапления с розочкой. Ой, не могу налюбоваться. Урвала вот эту серию Далана. По-моему, у меня еще таких упаковочек не было. С авокадо, с кокосом и с какими-то орехами. Понять не могу. Начнем с авокадо. Обрадовало то, что это не белое мыло. Обычно Даланы все выпускают белые. Тут оно зеленоватого цвета.
Ненавязчивый легкий аромат. Для мыльницы, в принципе, подойдет. Вот, как я и говорила, белое мыло, обычный Далан, небольшие брусочки. Надо отдать должному Далану в том, что все ароматы у них очень приятные. Нет такого, что нюхаешь и прям фу, не заходит, нет. Все ароматы приятные, все очень нравится. С кокосом отдаленно чувствуется кокос. Также белая мылка. Подойдет в мыльницу. Все упаковки пойдут в коллекцию. Ссылка на мой инстаграм с моей коллекцией упаковок в описании профиля. Все оставлю ниже. Кому интересно, переходите. И последний Далан на сегодня — это Далан с миндальным маслом. Брусок уже побольше от предыдущих. Написано, что новинка. Такого у меня точно не было. Упаковка в коллекцию. Очень приятно пахнет. Ну, Даланы я в основном для своего использования. Для видео они не идут, потому что они белые, бесцветные, и смотреть на них не очень интересно. Поэтому это все пойдет в мыльницу. И там буду наслаждаться ароматами Далана. Дальше вот это удивительное мыло. Почему-то ни у кого я еще вроде как не видела вот в таких упаковочках. Удобные бруски. По-моему, вообще ничем не пахнет. Только красивая манящая упаковка. А вот это уже поинтересней. Вот эти я купила в Улыбке Радуги. Они там появились. Есть часть в ленте, но там не все вкусы. А вот это я уже докупила позже. Давайте посмотрим, какие они внутри. Вот эти уже пахнут намного приятнее. Но брусочек тут поменьше, также бесцветное, его только в мыльницу. Вот такое с алоэ вера. По-моему, это пахнет отвратительно. Настолько неприятный запах алоэ. Ладно бы это еще какой-нибудь травой. Ой, я даже не знаю, как описать этот запах. Просто неприятно. Не знаю, смылится оно, не смылится. Но больше такое мыло я покупать точно не буду. Мне не зашло. И с лавандой. Вот на него я возлагаю большие надежды, потому что аромат лаванды — это один из моих любимых ароматов. Это самое главное разочарование в жизни. Оно не пахнет лавандой вообще. Оно пахнет... Вот знаете, есть масло чайного дерева. Вот что-то отдаленно масло чайного дерева и с какой-то примесью. То есть аромат лаванды здесь даже тонкой нотки нету. Очень жалко, что данная производственная компания делает бесцветное мыло, белое, то есть не добавляет красителей. Но тут мыло с какими-то вкраплениями, видимо, с травой с какой-то, что отличает его от предыдущих, но по запаху нет, вообще не угадали, не зашло. Не удержалась и купила 2 XM, миндаль витамин Е и молоко витамин Е. Почему я их взяла снова? Потому что они 19-го года. И посмотрите, они сухие. То есть из них получится просто отличная резка. Доставать я их из упаковки не буду, потому что они были в прошлом обзоре. Ссылка в описании профиля. Но запахи все сохранились. Безумно пахнет, безумно вкусное мыло. Если есть возможность, покупайте, не пожалеете. Давайте быстренько пробегусь по Эвко, потому что они выпустили новую упаковку. Такой у меня еще не было. В мыле они ничего не изменили, просто перезапуск в новой упаковке. Мылки безумно вкусные, большие бруски по 200 грамм. Заострять внимание я на них не буду. Так, дальше у нас Нефис. Новая упаковка, которую я еще не видела. Это коробочка. Масса куска 135 грамм. К сожалению, когда я их купила, они внутри уже все вспотели, и мне пришлось их заворачивать срочно в бумажное полотенце. Посмотрите, какой красивый штампик. Ярко выраженный, все легко читается. Ароматы у них не сильно отличаются, но вот почему-то вот именно вот эти мыла вот в этих коробках, они очень сильно вспотели. Я очень переживаю, что они испортятся, прогоркнут, поэтому я все обернула, все положила сушиться, чтобы такого не произошло. С экстрактом ромашки точно такое же. По запаху оно особо ничем не отличается от предыдущего. Также заострять на нем внимание не буду. Продолжим. Нашла еще Люкси. У меня было, по-моему, всего 3 упаковочки от них. И вот, я нашла наконец-таки еще. Но в Люкси нет ничего особенного. Приятные ароматы. Но бруски небольшие, они белые и как бы не очень интересные.
Наконец-то нашла недостающие куски. Nefis Verdum. По-моему, в пятерочке продается только с лимоном. Я нашла еще эвкалипт алоэ и прополис и ромашка. И посмотрите, посмотрите, оно не белое. Это вообще, это чудеса. Аромат Nefis хвойная, вот точь-в-точь. Никакого нового аромата они не создали. Тут все тот же запах основы Нефиса. Покупочки из фикс прайса. Не удержалась, купила факсики из-за цвета мыла, потому что оно безумно красивое. И также у них появились новинки. Крем мыла лепестки фиалки. Купила сразу 2 штучки. И как оказалось, у них разная упаковка. Представляете, я покупала 2 одинаковых мыла, а у них, оказывается, разная упаковка. Безумно повезло. Пахнет сиренью. Такой яркий, дешевый ароматизатор. Но форма мыла очень красивая. И быстренько пробежимся по остаткам. Тут по 1 штучке всего. Вот такой антибак в коробке от НМЖК. У меня коробочки еще не было, поэтому купила только ради нее. Запах ментола. В принципе, они ничего не изменили, только упаковку. Все уже, наверное, видели. Деликея спелая дыня. Безумно вкусный запах. Красивое мыло. Запах просто сладкой-сладкой жвачки. Пойдет, естественно, в мыльницу. Аромат непередаваем. Как всегда, если вижу хозяйственное от ежика, естественно, его беру. Я просто не могу пройти мимо. Я влюбилась в это мыло. Оно безумно вкусное. Удобный брусок. Оно отлично мылится. После него такие приятные текстурные обмылочки красивые. По-моему, все уже видели Palmolive черный. В ленте он уже по 35 рублей, по-моему, по скидке стоил. Я взяла сразу несколько штучек. Обычное черное мыло с приятным ароматом Palmolive. Пенка от него такая нежно-серая получается. Но минус, когда ты кладешь черное мыло в мыльницу, такое ощущение, что вся раковина, вся мыльница у тебя грязная. Вид просто неэстетический. Так помыть для себя можно. И вот такой подарок мне прислали от Деликея. Ароматное мыло мандарин корица. В форме новогоднего колокольчика. Ну, естественно, Новый год у нас уже прошел. И это запоздалые подарки, скажем так. Безумно пахнет мандарином. Очень приятный запах. Также упаковка пойдет в коллекцию. А на сегодня у нас все. Большое спасибо, что вы меня посмотрели. Пишите, каких новинок у вас еще нет в городе, какие новинки вы впервые увидели в этом обзоре. Мне будет безумно интересно и приятно почитать ваши комментарии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все ссылки на мои инстаграмы я оставлю в описании профиля. Всем пока!